Здравствуйте, дорогие друзья! Прямо сейчас проходит неделя солидарности участников международного общественного движения «АЛЛАТРА». И мы встретились в координационном центре движения в таком международном составе для того, чтобы в кругу друзей, в кругу единомышленников пообщаться в такой душевной обстановке, в душевной атмосфере единения, на волнующие нас вопросы и поделиться своим опытом. Поэтому я сегодня рада представить участников нашей сегодняшней встречи. Это уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Ольга. Здравствуйте. Алина. Здравствуйте. Альмира. Здравствуйте. Марина. Здравствуйте. Владимир. Здравствуйте. А также присутствующие сегодня здесь участники международного общественного движения из разных стран мира. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Михайлович, позвольте, наверное, с самого начала от лица всех присутствующих людей здесь и от тех людей, кто находится по ту сторону экрана, поблагодарить вас искренне за вашу заботу и за вашу любовь, за духовную помощь, потому что всегда она очень своевременна, и всегда те ответы на наши волнующие нас вопросы очень ценны и важны. И огромное счастье видеть, как люди, руководствуясь внутренней «АЛЛАТРой», преобразуют и себя, и преобразуют таким образом все общество в целом. И огромное счастье чувствовать и видеть, как «АЛЛАТРА» развивается внутри каждого человека, и как «АЛЛАТРА» растет во всем мире. Опять-таки, «АЛЛАТРА» растет благодаря самим людям. Это замечательно. И благодарить надо не меня, а людей за то, что они ее принимают, за то, что они ее приумножают. И в действительности спасибо всем за то, что на сегодняшний день все больше и больше людей свободных, действительно свободных людей, которые, подобно истинным свободным каменщикам, строят капитальные мосты от сердца к сердцу, от души к душе. И на сегодняшний день эти мосты перекинуты уже через все континенты, через все страны. Спасибо, друзья. И не надо путать с вольными каменщиками. Искренняя благодарность вам, Игорь Михайлович. Ну и вообще, сегодня как никогда люди понимают и чувствуют, насколько нам важно объединяться на духовно-нравственных основах и насколько нам важно учиться жить вместе, взаимодействовать сообща, насколько важно распространять те ценности духовные и примеры популяризировать, которые бы способствовали налаживанию диалога между людьми и объединению людей. И здесь присутствуют сейчас люди, которые уже как бы с такого уровня просто информированности и уровня знаний перешли на уровень действий. И есть, скажем, вопросы, с которыми они встречаются, вопросы касаемо и внутренней работы над собой, и относительно взаимодействия в коллективах. И мы бы сегодня хотели бы эти темы поднять и обсудить вместе с вами. Поэтому, пожалуйста, Альмира. Пожалуйста. Да, Игорь Михайлович. Возникает такой вопрос. Вот когда коллектив единомышленников, скажем так, небольшой, то все действия внутри происходят как бы согласованно, участие в проектах, все происходит, в общем-то, понятно. А вот когда количество участников становится больше, коллективы расширяются, это становится больше, точек приложения сил тоже становится больше, и вот тут возникают некоторые трения и разногласия. То есть возникает какая-то, у людей возникает желание поманипулировать, продоминировать. И вот в этой связи я хотела бы задать свой вопрос. Вот почему так происходит и как этого можно избежать? Это естественно. И это происходило всегда, и, к сожалению, будет происходить, пока люди остаются людьми. Для того, чтобы этого не было, все участники должны видеть конечную цель. Вот есть движение «АЛЛАТРА». Какова цель самого движения? Каков горизонт, к которому мы стремимся? Простой вопрос. Ведь в основе лежит, понятно, что духовное развитие каждого, но основная цель всего движения — это созидательное общество, это построение того общества, в котором бы хотелось жить каждому. И это действительно так. И все мы можем это сделать, но мы сможем это сделать сообща. И вот когда мы видим эту цель, то разногласия исчезают. А манипуляции, ребят, как говорят, Иблис не спит. Если мы возьмем любую религию, она имеет массу течений, а «АЛЛАТРА» — это не религия. Здесь тем более будут проявляться интересы частные многих людей. Но для того мы здесь все вместе, чтобы этого не происходило. Правильно? Просто нужно следить за чистотой нашей поляны, нашего участка. Там, где мы ответственны, и все будет хорошо. А с людьми надо общаться, надо разговаривать, надо объяснять. Многие заблуждения, многие, скажем, по велению некоторых сил совершают эти действия
неправильные действия, разделяющие действия или отводящие с пути. Но на самом деле это же все легко, скажем, и приостановить, когда мы видим и не молчим. Беда заключается в том, что мы, видя неправильные действия кого-то, мы молчим, мы не говорим об этом. А если мы хотим построить созидательное общество, а созидательное общество — это прежде всего это единая семья, семья под названием человечество, там, где все равны и все свободны, значит, никто не должен молчать. Если мы видим несправедливость, мы не должны шушукаться за углами, ведь вы посмотрите, тоже зло, тоже разделение, та же грязь, она вся происходит где? Там, где тень. Да. Если мы уберем тень, то на свету все это исчезает. Поэтому очень много зависит от нас всех, кто понимает, и всех, кто стремится не к горизонту недостижимому, а к реальной цели, которую мы себе поставили и которую мы можем совершить вместе, если мы этого захотим. Правильно? Но для этого нужно устранять препятствия, устранять то, что мешает. А самое основное — это тень, в которой прячется вся грязь. Давайте сделаем так, чтобы ее не было. Если кто-то пытается манипулировать обществом в угоду своих личных интересов, об этом надо говорить открыто и всем. Тогда это все исчезнет, когда все будет проявляться на ее. АЛЛАТРА — это самая открытая организация на сегодняшний день. Все, что происходит, оно происходит честно, открыто, у всех на виду. Все видят и все знают. Нам нечего скрывать, друзья. Разве не так? Так чего ж мы молчим и скрываем те проблемы, которые возникают у нас в наших группах по разным местам? Ну это ж неправильно. Давайте называть вещи своими именами, и все будет хорошо. Правильно? Вот еще, Игорь Михайлович, тоже такой уточняющий вопрос. С чем сталкиваются ребята, что вроде бы до того, как они начали открыто противодействовать системе, все было хорошо, и они не сталкивались с проявлениями, скажем, там, не знаю, например, конкуренции какой-то или зависти. А как только начинаются работа над проектами, то происходит, ну, как бы, в принципе, подсовывает система такие доминационные, да. Это естественно, опять-таки, когда человек живет, ну, как говорится, серой обычной нашей обыденной жизнью, он манипулируем и управляем системой. То, что было известно испокон веков и описано во всех религиях, даже сохранилось это все, о том, что дьявол шепчет. Но шепчет он в голове у нас, а не где-то. Он не толкает и не хватает нас за руки, он не делает что-то за нас. Мы делаем, а он всего лишь шепчет. Но шепчет он у нас в голове. Разве не так? Так. Но когда мы управляемы и манипулируемы им, он спокоен. И нам кажется, что все хорошо. А хорошо ли у нас, когда мы живем как животное? Живем по устоям именно потребительского формата, по тем законам, по которым живут звери. Разве мы звери, чтобы жить по таким законам? Ненавидеть друг друга, обманывать, лгать, воровать, забирать чужое. Разве это правильно? Неправильно. И вот когда человек понимает, что это неправильно, и он ищет свободы, внутренней свободы, во внешнем свободы нет. Свобода может быть только внутри. И когда человек пытается даже ее найти, он создает угрозу кому? Самой системе. В чем его угроза? В том, что он может стать свободным и стать на сторону, извините, светлых сил, несущих добро, мир и любовь. А это, ну, как и любой свет, для темноты опасен, потому что он высвечивает все, что там творится. Поэтому система начинает создавать проблемы. Разве не так? Но когда человек готов к этому, это опять-таки является как раз тем маркером, показывающим, что человек идет по правильному пути. Когда он чуть-чуть получил свободы, он видит, как система сопротивляется. Разве может быть лучшее доказательство существования Иблиса? А раз существует дьявол, значит существует и Бог. Разве не так, друзья? Поэтому все очень просто. Но если не поддаваться, все проходит. Ломают и нагинают тех, кто ломается и нагинается. А если человек свободен в духе, то система уйдет. Ни одна тень в свет не заходит. Разве не так? Все просто, друзья мои. Игорь Михайлович, вот еще такой вопрос. Вот женщины, да, ну как-то так вот больше пока женщины в коллективах. И так получается, что между женщинами возникает очень сильная конкуренция. Вплоть до того, что… Ну, А за что они конкурируют? вот
Не знаю. За власть, наверное. Над кем? Над группой или... Ну, я не знаю. Если мы возьмем, скажем, маленькую стайку обезьян, что мы видим, что там происходит? Ну, всегда какая-то обезьянка самое главное. Все стремятся Привлекает к стать себе главной внимание. обезьянкой. Да? Да. И вот когда люди на первых этапах, они пытаются избавиться от своего животного начала и стать человеком действительно духовным и свободным, все равно на первых шагах проявляются вот эти стадные чувства, так же, как и у любого зверя. У любого, кого бы вы ни взяли, хоть волков, хоть обезьянок, у всех вот эти законы. Борьба за альфа-самку, борьба за альфа-самца. Все хотят кем-то манипулировать и управлять. Или же силой, или же хитростью. Или же, извините, опять-таки вот этими теневыми играми. Кто-то хороший, кто-то плохой. А все почему? Потому что у нас, друзья, есть тень. В наших коллективах есть тень. А давайте мы сделаем их светлой. И давайте говорить открыто. Разве мы никогда не договоримся? Договоримся. Всегда договоримся. И любая грязь уйдет, если у нас есть одна цель, если у нас есть одно стремление, единое стремление. Тогда, извините, недочастности. Когда мы хотим стать живыми, когда мы хотим стать людьми, мы перестаем быть зверями. Разве не так? Просто Да. надо общаться. И надо быть честным. А «АЛЛАТРА» прежде всего начинается с честности. Ну вот, Игорь Михайлович, вот иногда, знаете, какая-то мысль проскакивает, и тебе А как будто мысль бы будет проскакивать стыдно ее всегда. рассказать другому человеку. А потому Ну, как-то что, вот... объясняю, стыдно тебе говорить о тех мыслях, которые приходят, потому что ты их считаешь своими. А когда ты четко понимаешь, что мысль, которая приходит к тебе, но ты ее не заказывала, ты к этому не стремилась, значит, откуда может прийти эта мысль? Глупая и нехорошая. Естественно. Разве от хорошего? От плохого? Но если в коллективе кому-то приходит плохая мысль, на кого-то или на что-то, разве это хорошо? Значит, Иблису или дьяволу, как угодно бы мы это называли, системы, абсолютный разум, не имеет значения. Но вот этой твари что-то нужно, и нужно это вложить кому-то в голову, чтобы внести разлад и разделение. Как действует дьявол? Разделяет и властвует. Какие мысли идут на разделение? 3 человека, всегда 2 против 1. Разве не так? А почему это происходит? Потому что мы молчим. А когда тебе пришла эта мысль, а ты ее говоришь, что мне прислали эту мысль, и ты удивишься, потому что если чем больше коллектив, тем большему количеству пришла аналогичная мысль. Сколько раз, друзья мои, мы с этим сталкивались в коллективах? Очень много. Одни и те же мысли приходят разным людям. А почему они приходят? Оно пришло тебе, ты замолчала, пришло другой, она промолчала. В конечном счете вы свыклись с этой мыслью. Вы защитили дьявола. Разве не так? На чьей стороне вы? На стороне Аллаха или Иблиса? Или Бога или дьявола? Как бы мы это ни называли. Разные эпитеты, а суть одна. Разве не так? И когда мы молчим, и когда мы это не озвучиваем, мы защищаем сатану. На чьей мы стороне? И куда мы идем, и к чему мы стремимся. А когда ты это озвучиваешь, что тебе пришло, но ты не заказывал, таким образом ты уже понимаешь, что это не твое. Так же и понимают другие. И когда им приходят, они тоже говорят. А у дьявола одно оружие — шептать и навязывать. Но когда все эти навязывания, все эти хитросплетения вы выкладываете на стол, у него нет оружия против вас, он бессилен. У дьявола нет ни рук, ни ног. Его руки и ноги — это наши руки и ноги. И его язык — это наш язык, который может больно жалить. Но он же, этот язык, если мы управляем им как личность, он может говорить слова любви. И наши руки могут строить мосты, а не разрушать. Разве не так? Так кто виноват? Дьявол или мы? Мы. Так что нужно делать? Быть честным. Честным. Все очень просто. Да, потому что когда замалчиваешь эти мысли, ты их копишь, а потом ты вообще не хочешь с этим человеком никаких дел иметь. Правильно. И вот сейчас ты рассказываешь, разъединение. как работает система. А разве дома в семье не так происходит? Так же. А потом мы терпим, а потом мы ненавидим друг друга. А разве дьяволу хочется, чтобы семья была крепкая? Разве дьяволу хочется, чтобы коллектив был крепкий? Ведь это же опасность. Опасность. Опасность для него.
Но извините, если мы хотим построить созидательное общество, если мы хотим, чтобы этот мир был подобен Эдему, и мы это можем реально сделать, и мы это чувствуем и понимаем, что можем, то почему мы служим сатане? Простой вопрос, Да, друзья. хороший вопрос. Может быть, надо или же определиться с выбором, или же служить дьяволу, или же служить Богу. Кому вы служите? Игорь Михайлович, спасибо за этот совет. Тут мы в коллективе тоже столкнулись с такой проблемой. Вместе реализуем различные проекты, но как-то так получается, что нет какого-то внутреннего единства. Вот что можно сделать еще, может быть, для того, чтобы как-то коллектив стал действовать как единый организм? Самому стать частью коллектива. Прежде всего, видеть цель и не замечать препятствий. Убирать все, что вам мешает. Все ищут волшебные кнопки. Все ищут какого-то вдохновения или еще чего-то, какой-то силы извне, которая бы их толкнула. Но на самом деле все эти силы у вас есть и все вам дано. У вас все есть, друзья мои. Единственное, нужно убрать то, что мешает. И тогда все будет. И будет все получаться. Быть честным, и быть искренним, быть настоящим, служить только Богу и не служить сатане. Все очень просто. Да. Да, это звучит религиозно, но извините, сегодня у нас даже за одним столом представители разных религий. И атеизма тоже. Так что… Ну разве не так? Но мы понимаем друг друга. И самое главное — это хотеть понять друг друга. И самое важное для всех — не забывать об основной цели. А мы можем обеспечить будущее нашим потомкам. Мы можем сохранить цивилизацию, а можем и не уберечь. Все от нашего выбора зависит. Кого мы выбираем слушать или чувствовать? Служить дьяволу или Богу? Банально. Просто. Но это правда. Усложняют лишь артисты в голове. Они начинают строить хитрые схемы, рассказывать о каких-то сложностях взаимоотношений, непонимании. Ребят, ну какие могут быть непонимания, если мы хотим одного и искренне? Если мы не заботимся о себе, а мы заботимся о всех. О себе уже как о части всех. Ведь все становится просто. Ну разве не так? Так. Вот мы еще замечали, Игорь Михайлович, стратегические действия у нас есть. Мы встречаемся, обсуждаем, у нас такой идет брейнсторминг, у нас столько идей. И вот такое огромное желание и стремление их реализовать, идет такой вот поток на расширение, на действие. Как только мы разъезжаемся, разъехались, проходит денек, другой, и мы прямо чувствуем, возникает какая-то инерция, как будто нету больше этой волны, препятствий. Нету той силы, которую вы получили. Давайте говорить правду. Когда мы собираемся, и мы искренне и откровенно обсуждаем и стремимся сделать что-то хорошее для людей, когда мы становимся на сторону мира духовного, мы чувствуем этот прилив сил, мы чувствуем эту силу, и мы понимаем, что мы можем. А потом мы разошлись. Каждый пошел себе домой, к себе на работу. И его одолевают кто? Мысли, Мысли. которые отвлекают на те или иные действия. И в конечном счете мы становимся пусты, а потом нам становится очень тяжело. А давайте разберем этот механизм, почему это происходит. Вот мы вместе собрались. Давайте переведем это все в средства, чтобы было понятно нашим друзьям, да? Тем, кто не живет больше, скажем, а живет материально. Для них будет понятно, что это средства. Вот мы вместе собрались, сели за столом и решили: давайте построим дом. Давайте. Нам дали деньги, а в действительном смысле сила нам дается на общее дело, и она идет от мира духовного. Мы это переводим в эквивалент финансов. Нам дали деньги на постройку дома, и этих сил достаточно, чтобы реализовать этот проект. Мы поделили их между всеми, кто сидит сейчас за столом, и каждый пошел со своей ответственностью. Кто-то строит фундамент, кто-то занимается декором, на ком-то крыша, ну и тому подобное. Каждый должен приготовить материалы, нанять рабочих. У нас есть архитектурный план, мы уже знаем, что должны делать. Но тот, кто должен был делать фундамент, он пошел, занят своим,
Зашел в магазин, увидел красивую лопату, блестящую, великолепно. Но лопата ж нужна строить фундамент? Нужна. Он ее покупает. Правильная покупка, но она сувенирная. Зачем сувенирная лопата? Ну как, ребят? Ну мы же строим дом. У нас должна быть, какая-то, в качестве декора, символ строительства дома вместо настоящей лопаты. А потом к этому, извините, декору, такой символической лопате, нужно ж купить еще что-нибудь, правильно? Ну, к примеру, новую курточку, джинсы или еще что-то. Он же должен выглядеть хорошо. И вот так каждый из нас, вместо того, чтобы покупать стройматериалы и инструменты, и делать, мы тратим это все на личный интерес. Разве не так? А что такое наш быт? Давайте возьмем. Ведь мы должны в нем приумножать. Что такое семья? Семья — это тихая гавань, куда мы приходим полны сил, и мы эти силы приумножаем, мы их не растрачиваем. Но здесь наша половинка, наши дети или еще что-то, оно отвлекает, они поступают не так, как мы хотим. И нам сознание рассказывает, вот он не прав или она не права, делает не то или не так. И мы вкладываем туда внимание. То есть мы покупаем вместо нормальной реальной лопаты, мы покупаем ее в качестве декора, сувенирную. Правильно? А потом, когда приходит время строить дом, оказывается, у нас нет средств. Но, ребята, это не самое важное. Почему становится потом плохо? Почему возникают проблемы? А потому что, извините, тот, кому мы отдали эту силу, он привык потреблять много. Но мы отдавали чужое, не замечая, а он теперь начинает забирать наше. И вот здесь мы начинаем понимать, что забирая наше, нам больно. Разве не так? Точно. И вот здесь мы начинаем страдать. И мы понимаем, что что-то происходит не то. А ведь все внутри, в глубине, каждый человек понимает, когда система с него отбирает жизненные силы, а по факту это так, когда у него все начинает рушиться, и он обрастает скандалами, когда в голове возникает масса сомнений. А почему они возникают? И почему мы втягиваемся в эти ненужные диалоги артистов в голове? То есть мы финансируем иллюзию. Мы даже, извините, уже не джинсы покупаем за чужой счет с лопатой сувенирной. Мы тратим свое на иллюзию, на пустое. Ведь мы гораздо больше времени, сил тратим на вымышленные разговоры, которых нет, на спор, которого не существует, вместо того, чтобы прийти и открыто пообщаться с человеком. Разве не так? А потом у нас и возникают такие непонятные ситуации в коллективах и дома, и на работе. Потому что мы лжецы, друзья мои. И еще мы растрачиваем то, что нам дается, и свое не бережем. Просто. Ведь это действительно просто. Ведь правда, она, извините, она как книга открытая. Она всегда лежит в открытом доступе и всегда она доступна вам. Но единственное, что артисты не дают ее взять, потому что простота, она воспринимается как неправда. Не может быть. Такое великое, большое быть таким простым. Может, друзья мои? Может. Бог очень прост. И Его сила любви, она доходит до каждого из нас, но не все мы это воспринимаем. Воспринимаем не потому, что нам мало дается, а не воспринимаем потому, что мы, скажем так, склоняемся к соблазнам дьявола. Разве не так? Мы все хотим быть альфа-самкой, правильно? И ссоримся с другими и думаем, о ком мы думаем плохо. Давайте начнем в коллективе. О том, кто может составить конкуренцию. О том, кто кажется нашим артистам умнее, Красивее. моложе, с ногами длиннее. Да? А почему это происходит? Мы уже ответили. Привычка потреблять. Так что нужно делать? Друзья мои, вот исходя из этого, если мы получаем, мы должны сохранять и приумножать. Правильно? Только, извините, такие люди будут угодны и давать будут больше тем, кто сохраняет и приумножает. А тем, кто растрачивает, в конечном счете перестают давать. Кто ж будет давать средства транжире, которые их мало того, что не возвращают,
а еще все больше и больше с тебя требуют. Ну, ни за что. Ну так же. Все очень просто. Спасибо. Игорь Михайлович, вот еще такой момент интересный. Ну, у меня такое было, что наше движение большое, у нас всяких разных проектов очень много, да, и есть очень много всяких дел. Например, кто-то за камерой стоит, кто-то на камере, кто-то посуду моет, кто-то там чаи разливает. И вот сознание, оно начало делить на важные дела и неважные. В итоге все дошло до того, что так, вот им сейчас плюс поставить, контрамарку в духовный мир дадут, потому что они там что-то сделали. Я скажу проще. От того, что ты принуждаешь себя мыть посуду или стоять за камерой, контрамарку ты не получишь. А когда ты живешь искренне, и когда ты помогаешь и понимаешь весь процесс, а весь процесс ты сможешь понимать лишь тогда, когда ты открыта, когда ты не живешь в тени, а когда ты являешься источником света, тогда ты прекрасно понимаешь, что не помыв посуду и не разлив чай, те, кто стоят за камерой, ну, они долго не выстоят, потому что им нужно попить чая. А для того, чтобы попить чай, нужна что? Чистая посуда. И любое действие — это цепочка событий, которую мы совершаем. Разве не так? Не зазорно мыть посуду. Разве не правильно я говорю? Правильно. А почему возникают такие мысли? От гордыни, От глупости. от глупости. И от меня в том числе. Гордыня — это тоже глупость человеческая. Это наша слабость. Это не наша сила. Это та глупость, которую навязывает нам Иблис. В мире духовном равны все. Нет выше или ниже. Есть ответственность. Да, некоторые религии делят, что высшие ангелы, низшие ангелы и тому подобное. Как может быть ангел выше или ниже? Как их мерить по росту? А у них роста нет. По весу. По весу? Тоже Они не нет. имеют веса. Как мерить? Но есть ответственность, есть, ну, нашим языком говоря, работа. Кто-то идет в худшие условия, кто-то остается всегда в любви. Но если он не будет всегда в любви и не будет в том мире бесконечном, он станет конечным. Ну разве не так? Ну этого не можем. Но мы можем уподобиться не миру конечному, а миру бескрайнему. Можем. Мы можем построить здесь такой мир? Можем. А что для этого нужно? Убрать зло. И все будет хорошо. Тогда добро победит. Игорь Михайлович, вот в этом контексте и возникает такой вопрос. Вот у нас в движении различных множество проектов, множество задач. И ну, порой, что греха таить, не хватает рук, да, для реализации тех или иных проектов. И часто перед участниками встает такой вопрос: на что уделить больше времени? То есть… Я понял твой вопрос. КПД — коэффициент полезного действия. У нас есть конечная цель. Для того, чтобы мы ее достигли, мы осуществляем массу различных проектов. Правильно? И вот те проекты, которые наиболее эффективны для того, чтобы приблизить человечество к нашей цели, к нашему свободному обществу, мировому свободному обществу, в первую очередь духовно свободных людей. Что нужно реализовывать? Те проекты, которые принесут полезного действия намного больше. Правильно? То есть нужно быть экономически грамотным в данном вопросе. А когда это не совсем, как бы, то есть не всегда же возможно это спрогнозировать, да? То есть мы не всегда же видим Конечную цель — конечно то, как каждое действие какую цепочку событий вызовет. это неправда. Мы чувствуем и понимаем. Когда ты свободен и далек от сомнений, ты чувствуешь и понимаешь. Ты понимаешь каждый свой шаг, к чему он ведет и куда он тебя ведет. Ты ведь не выходишь, если тебе нужно пройти, скажем, к твоему соседу, который живет через дорогу от тебя. Ты ведь не выходишь из дома, не лезешь через огород, через забор и не уходишь в противоположную сторону. Почему? Простой вопрос. Потому что я знаю путь, знаю, как дойти короче. Ну а разве ты не знаешь, как дойти короче к тому, о чем мы говорим? Разве ты не знаешь, начиная тот или иной проект, что он может дать и какая при его реализации может быть польза для всего человечества? Ведь с каждого шага, с каждого даже микродействия в сумме образуется то, что реализуется для всего общества. И мы, убрав малую часть,
Я проще скажу, экономическим аспектом. Убрав 1 цент, разве доллар будет доллар? Нет, будет 99 центов. Разве не так? Так. Так. И вот для того, чтобы получить целое, нужно много таких вот центов. А каждый проект — это в свою очередь вклад в общую копилку добрых дел. Правильно? Правильно. Все очень просто. А вот участвуя в проектах, ты по-настоящему чувствуешь духовный рост, что с каждым выполненным действием ты становишься свободнее, и ты прям это видишь, и это настолько радостно и так мотивирует. Но есть столько добрых и хороших людей, которые еще бездействуют, и вот либо еще не начали активно действовать. И вот как вот помочь людям, чтобы они присоединились, чтобы они также поучаствовали, чтобы они получили эту свободу? Я скажу проще, все люди хорошие, плохими их делает сатана. А как помочь им? Просто своим действием. Опять-таки быть честным, открытым, не лгать. Говорить правду и соответствовать тому, что они хотят видеть в тебе. И вот когда они будут видеть в тебе настоящего, свободного, честного человека, и они, захотев стать таким, они станут. А если они не захотят, это право их выбора. Человек волен служить сатане или же служить Богу. Это его выбор. Мы не можем переубеждать, мы не можем заставлять, мы можем предлагать. А право человека взять или не взять, отвергнуть нас или принять. Аллатра — это любовь Божья. Не всем с этой любовью легко жить, если в них доминируют банальные, извините, свинячьи интересы. Свинячий интерес — это звериный интерес. И человек не должен уподобляться свинье, валяющейся в луже грязи, потому что он человек. Человек намного выше птицы. Не будем опускаться ниже свиньи. Правильно? Правильно. Все очень просто. Так, Михаил, еще такой еще вопрос возникает. Дело в том, что мы сейчас проводим очень много социальных опросов в рамках проекта «Будущее сейчас». И вот как-то в один из дней я собралась на вот этот соцопрос и понимаю, что я не знаю, что я буду спрашивать, хотя я знаю перечень вопросов, но как-то вот не могу собраться с мыслями, скажем так. И вот начинаю говорить, и вот чувствую, что как будто какая-то вот речь полилась сама собой. И начинаю говорить с человеком, и он открывается, и я чувствую, что из него какой-то поток идет, и у нас какой-то резонанс наступает. И мы с ним начинаем беседовать. У нас на самом деле происходит живая беседа. И Вот потому она и живая, что дьявол вам не помогал. Разве не так? Когда-то одному хорошему человеку, который привнес сюда знания, подошли его друзья, которые у него переняли эти знания. И они говорят: а как же мы пойдем и будем рассказывать об этом людям? Ведь мы еще мало знаем, мы еще недостойны. А он им ответил: а вы не заботьтесь об этом, вам стоит лишь открыть рот. Разве не так? И если ты искренне, и если ты стоишь на позиции мира духовного, то тебе не надо заботиться о том, что говорить. Думают и обдумывают свои слова, готовятся к речи. Когда люди хотят кого-то обдурить или обхитрить, тогда помощник их не иблис. А когда человек живет свободой, то ему достаточно лишь открыть рот и убрать дьявола с пути. И речь пойдет сама. Но тогда идет отклик от души у людей. Да, можно встретить как раз и раба сатаны, но это же его проблема. Тогда ему можно посочувствовать. Но я скажу, это редкость. Это крайне редко, когда ты встретишь заведомо мертвого, потому что очень многие потенциально живые. Поэтому все очень просто. Надо всего лишь открыть рот. Игорь Михайлович, а вот в этом контексте можно чуть-чуть подробнее раскрыть вопросы резонанса с другими людьми? Смотря что понимаешь под резонансом с другими людьми. Ну вот бывает Я такое- скажу так, если мы с тобой будем сейчас слушать очень громко даже самый тяжелый рок, наши клетки начнут вибрировать в унисон. Этот резонанс или другой? Нет, внутренний именно. на чувственном. На чувственном уровне, да. Я пошутил. А на чувственном уровне резонанс, он возникает тогда, когда у нас единая цель. И когда мы искренни и честны.
Все очень просто. Правильно? Правильно. А еще так происходит, Игорь Михайлович. Дело в том, что вы замечаете, что осуществил, допустим, тот же самый социальный опрос. Вроде вот ты сделал, как бы, и хочешь сказать, ух, ну все, типа того, что я что-то сделал. И вдруг возникает буквально через некоторое время, там даже, может быть, там несколько часов, потребность что-то сделать еще. То есть мы созваниваемся с ребятами, возникают еще, там, допустим, дополнительные точки приложения сил. И, честно говоря, начинаешь так как-то теряться, потому что, боже мой, когда же я это все это успею сделать-то? Нужно и то, и то, и то, и то. И вот однажды ко мне вот обратилась наша национальная библиотека Республики Казахстан тоже с предложением, ну, как-то технологическое обслуживание. Поехала на встречу, и я удивилась на встрече. Я узнаю о том, что в этой библиотеке находится вся серия книг Анастасии Новых. Эта библиотека славится тем, что съезжаются со всего мира разные у нас конфессии, религиозные, культурные деятели и прочее, которые рассказывают на своих мероприятиях вот о том, что людей объединяет. И я говорю о том, что я являюсь волонтером, участником движения, международного общественного движения «АЛЛАТРА», и хотела бы принимать участие непосредственно, то есть осуществлять съемки на «АЛЛАТРА ТВ Казахстан», что у нас есть такое свое телевидение. И я получаю добро, то есть тем самым я понимаю, что я вроде через свою профессиональную деятельность получаю возможность еще и как волонтер работать. То есть я дополняю то, что будет полезно для всего нашего движения. И в этот момент я осознаю то, что, вы знаете, вот такое чувство, как будто бы, когда ты работаешь в проектах, вот хоть их количество становится все больше и больше, но такое чувство, будто идет неимоверная поддержка мира духовного. Когда мы открыты и когда мы используем те средства, которые нам даются, не на приобретение, как мы уже говорили, ненужного, а именно на строительство дома, то, извините, нам всегда дается больше и больше. Опять-таки больше средств, больше домов для постройки. Да, это немножко загружает. Сознание начинает бояться. Но если мы будем руководствоваться страхами нашего сознания, то мы ничего не построим. Правильно? Конечно. Все очень просто. Еще очень вдохновляет то, что когда я пришла в библиотеку, то знания уже были, об «АЛЛАТРе» уже знали, что там были уже люди из движения, которые зернышки Зачастую, посеяли. когда люди, вот стоит вопрос, пойти куда-то на встречу с людьми или еще что-то, сознание тут же становится против. Ну что ты пойдешь и как же ты будешь делать? Ребят, совет, когда ваши бесы в голове начинают беситься, поэтому их бесами называют, значит, вы на верном пути. Правильно? Да. А те, кто перешагивают через них, то те сталкиваются с чем? С тем, что открываются новые возможности. И те понимают, что при желании и искренности, несмотря на все уговоры сознания, когда ты перешагиваешь через дьявола, то духовный мир становится ближе. Ближе. Все очень просто. Мы к нему должны прийти, а он всегда с нами. Парадокс. Игорь Михайлович, а вот еще такой вопрос про ошибку. Сознание иногда замыкает. Ну, например, у меня английский там не очень хороший. Вот он говорит, вот ты сейчас письмо напишешь корявым своим английским, и человек тебе не ответит, потому что это. И ты такой, ой, а вдруг он такой важный человек, и он Ну, нет. Или скажем что-то проще. другое Вот сделает. смотри, опять-таки, человек не ответит, но ты же сделала то, что могла, ты поступила искренне, ты выполнила то, что ты хотела. Да? Опять мы вернемся к нашему дому, ассоциативно, чтобы было понятно. Ты построила дом, а будет в нем жить человек или нет, это его проблема. Правильно? Но ты сделала все, что от тебя зависело. Твоя совесть чиста, ты на себя не потратила, ты построила дом, а дальше это уже его проблема. Ведь зачастую, когда мы делаем, а сознание сопротивляется, то получается с точностью да наоборот. Да? И люди отвечают на твое корявое письмо. И все у нас живее становится. Ну так же? Да. А когда мы сомневаемся или же служим в угоду меньшинству, то получается черти что. Вот я тебя хочу спросить. Вот у тебя были влоги, и ты очень много помогла людям, потому что ты была искренняя, ты была настоящая, ты не лгала и не играла. Вот ты какая есть, такая и есть. У тебя возникали вопросы, ты их озвучивала, находила решения, ты их озвучивала. А потом тебя покритиковали единицы, и ты перестала их делать. Ты знаешь, что твоя гордыня и твой страх, он помешал очень многим людям понять истину. И ты не сослужила добро в данном случае, а сотворила зло, потому что ты не дала людям, которые умирали от жажды, свежей воды. Разве я не прав? А из-за чего? Из-за того, что тебя покритиковала пара человек?
Реально гордыня страх. Я тебе упрощу. Когда ты становишься на этот путь, будь готов к тому, что Иблис будет беситься. Он будет тебя, как обезьяна в зоопарке, кидать все, что у него под руками. Почему? Потому что бесит это его, потому что ты ему опасна. Разве не так? Да. Ну давай глянем, 1000 людей тебя любят и хвалят, несколько человек тебя покритиковали. Ты не заметила 1000 светлых из-за 2 темных. А разве тебя твое сознание не критикует? Так что, как вот Володя говорил, произошел резонанс между бесами, которые тебя критиковали, и твоими в голове? Ну а что, не так? И вот этот резонанс победил то, что ты чувствуешь. Ну правда. А почему страдают люди? Из-за всего лишь нескольких негодяев, как в голове, так и в переписке. Видишь, как просто. Ну, я дошла до того, что это гордыня страх. Я поняла. Ну, Игорь Михайлович, ну знаете, так тоже какое-то вот, знаете, как будто бы вот какое-то Знаете, сомнение. Какое может быть сомнение? Ну, вот, например, о чем ты будешь говорить? Ты ничего не чувствуешь. А Ты мы только болтаешь и что далекаешь обсуждали. от сознания. Это сознание говорит тебе об этом, а ты не болтай от сознания. Ты говори правду и озвучи то, что есть. Не сочиняй, не выдумай. Вот у тебя много было влогов, которые ты искренне вела. Ты не сочиняла, не выдумала. Были моменты, оно видно, когда ты привносила, пыталась что-то показать, но суть-то была истиной, и оно воспринималось. Разве оно не помогало людям? Прямо сейчас можем открыть и посмотреть. Помогало. Разве люди не благодарны тебе? Благодарны. Так почему, вопрос, я не обвиняю, мы все такие. Почему мы служим в угоду сатане, обращая внимание на нескольких его рабов, которые резонируют с нашим сознанием? Если мы знаем, что сознание наше — это инструмент дьявола, именно через него он шепчет и заставляет нас делать плохое. И вовсе не аргумент, подчеркиваю, когда оно у нас заставляет делать и хорошее, заставляет, чтобы прикрыть свою грязь и то плохое, что оно делает по факту. А хорошим оно начинает заниматься тогда, когда мы его контролируем, когда мы не даем ему ступить ни вправо, ни влево без нашей команды, когда мы его держим на ровной дороге. И тогда оно вынуждено вести нас к миру духовному. Нас дьявол несет на своих плечах в рай. Или же мы несем его до самого ада и входим вместе с ним. Думайте, друзья, кто мы? Наездники или ослы? И это правда. И тебе советую задуматься, кто ты? Коза с короткими ногами Что с коротким? или ангелочек? Ангелочек. Я не знаю, что с короткими ногами, но в прошлый раз у нас как-то ноги зацепились. Хотя они у тебя не короткие. Это шутка. Я знаю. Ангелочек, конечно же. Вот. Лучше быть ангелочками, правильно? Игорь Михайлович, хотела спросить еще. Сознание говорит, и мы с ребятами общаемся, подобная ситуация. Но зачем задавать вопросы? Все знания уже даны. Вот все передачи есть, все книги есть. Все есть. И Всё все есть. дано людям. А в чем подмена? И помощь идет здесь? огромная тем, кто открыт и кто хочет ее. Все по всему миру, вне зависимости от религии и всего остального. Все чувствуют и все понимают. Но опять-таки, я скажу проще. Мы сидим на полянке, рядом с нами источник. Все есть. Но иной раз лень наклониться и зачерпнуть свежей водицы. Хочется, чтобы кто-то ее подал. Есть такое. Есть. Но если кто-то ее не подаст, ведь мы можем так и умереть от жажды. Поэтому лучше подать, чтобы жили многие. Правильно? Да. Игорь Михайлович, а вот еще возникает такая сложность в реализации проектов, да? Мы столкнулись, можно сказать так, наверное, адекватность общения с людьми. Вот как нам говорить на таком языке, чтобы нас понимало общество и люди, чтобы на нас не вешали ярлыки?
Смотря какие ярлыки вешают. Ты имеешь в виду сектантство и все Да. остальное. Ребят, ну вот на самом деле все очень просто. Духовную часть разделяют те, кто живет и кто стремится к этому. Но суть движения в чем? Построить свободное, созидательное общество. Правильно? Для этого что необходимо? Реализация чего? В первую очередь на данном этапе узнать, нужно ли это людям, тратит ли нам на это время или нет. Но мы должны опросить большую часть населения земного шара. Если они этого хотят и к этому стремятся, значит, можно этим заниматься и нам. Значит, будет дано это. А если они этого не хотят и не принимают этого, то зачем нам тратить на это время, правильно? Тогда мы забываем о них, забываем о всяких ярлыках и занимаемся духовным развитием себя и своих близких в помощь. Правильно идем? Для чего? Для того, чтобы, ну, раз мы не строим созидательное общество, мы создаем, ну, во всяком случае, такой, пусть микроэдем для тех, кто хочет жить. Дальше не будем об этой теме говорить, и так все понятно. Но как донести до людей саму идею созидательного общества для того, чтобы человечество перешло с потребительского формата в созидательный? Говорить с людьми о созидательном обществе. Зачем человеку подходить и рассказывать о духовном, если он этого не хочет? С человеком можно говорить, если мы говорим о проекте реализации именно созидательного общества, говорить о созидательном обществе. Если мы говорим о физике, говорить о физике. Если человеку это приемлемо, он по-любому войдет в эти проекты и будет их реализовывать. А войдя, если он захочет духовно развиваться, он будет развиваться. Ведь это ж неотъемлемая часть движения, правильно? Но суть и смысл самого движения — это, извините, не духовные наставления, это воля и выбор каждого человека. Хочет — принимает. Тем более «АЛЛАТРА» — это не религия. В ней суть всех религий. Хочет — принимает. Может оставаться в своей религии, может оставаться где угодно и на каких угодно позициях, может быть атеистом, отвергающим любые религии, но в то же время быть хорошим человеком и стремиться изменить мир к лучшему. Это наш друг, правильно? Потому что он стремится к созиданию. И вот говорить с людьми нужно на понятном им языке, если мы говорим о проекте «Созидательное общество». Это проект для всех, он один, правильно? Да. А если мы говорим об «АЛЛАТРА» как духовной основе, то это немножко другое. Оно смешано, конечно, и суть одна. Но если люди получат свободу, если они освободятся от своих вот этих материальных зависимостей, они сами придут. Они придут к пониманию и Бога, и многого другого. Да и своим примером мы покажем. Надо выкинуть сувенирную лопату. А это уже твое дело. Лучше ее не покупать. Мы тебя выбрали как пример, извини, а не как реальность, поэтому можешь выкинуть ее, можешь оставить. А вообще, с другой стороны, даже если ты приобрел за чужой счет сувенирную лопату, и ты ее выкинешь, ты поступишь глупо. Отдай ее обществу, как сувенир о своей глупости. И пусть назидание другим, оно стоит, и люди видят, что не надо так делать, правильно? Да. Принеси пользу. Есть одно такое препятствие на пути развития, а также в проектах. Вот ты чувствуешь, что ты действительно можешь сделать очень много. И при этом ты чувствуешь, что ты этого очень хочешь. Вот прям очень-очень. Вот с тремя, да, вот вижу цель, не вижу препятствия. И опыт такой есть, и ты регулярно это пробуешь. Но что говорит сознание? Оно говорит, что вот так вот нельзя. Надо по чуть-чуть, аккуратно, иначе у тебя вот от этой вот скорости тебя гордыня глаза закроет, и ты не сможешь живое от мертвого отличить. Вот где тут точка входа? Вот, Точка входа куда? вот, В систему? Это как раз точка входа в систему — это когда ты начинаешь слушать и начинаешь тормозить. Понимаешь? Когда вместо того, чтобы бежать, ты останавливаешься и начинаешь медленно-медленно передвигаться. Ну, она же говорит по чуть-чуть, да? Обдумав каждый шаг. Ну что ж ты без меня? Куда ж ты без меня? Советоваться А надо. может быть, надо избавиться от этого поводыря? Если ты чувствуешь и живешь этим, то будь свободна.
А тех, кто тормозит, как мы уже говорили, нужно убирать со своего пути. И тогда все будет получаться. Просто вообще. А зачем? По крайней мере, в голове. Советчиков таких, правильно? Для того, чтобы достичь цели, нужно убрать препятствия. И тогда все получится. Основные препятствия, они у нас в голове. В качестве, опять-таки, мелких бесят, которые шепчут, но мы их шепот приводим в действие. Надо переставать быть управляемой марионеткой. Надо жить вольно, быть честным и свободным. Правильно? Тогда все получится. То есть, Игорь Михайлович, только шепоток вот этот нам мешает, и то, что мы на него обращаем Нет. внимание? Вот мешает то, что мы обращаем внимание и реализуем этот что шепот в шепчет. реальность. Конечно. Выполняем приказ. Я скажу проще. Вот вернемся к прошлому разговору, прошлой передаче, да? Вот представь, заходит муж, а ты сидишь, рядом сковородка, тебе голос в голове говорит: возьми сковородку и ударь его. Если ты это реализуешь, будет хорошо или плохо? Очень плохо. Правильно. А ты чувствуешь и понимаешь, что надо ему приготовить пищу на этой сковородке и подать. Это будет хорошо или плохо? Хорошо. Вот. Так понятно, где хорошо, где плохо? Доложила. Понятно. Понятно, что не нужно слушать. Понятно. Так, а почему мы часто поступаем наоборот? Ну, потому что, наверное, мы их считаем своими все-таки. Где-то до моя прокрадется. И вот здесь беда моя, твоя. Ты чувствуешь одно, Одно. ты наблюдаешь за глупой мыслью и понимаешь, что она глупа, и она не твоя, но ты ее реализуешь. Остановись, возьми эту сковородку, когда вот уже начала замахиваться, и приготовь в ней пищу может. Все очень просто. Мы вот не так давно обсуждали тоже один вопрос. Я думаю, он волнует многих людей. Вот существует такая ситуация, что сознание внутреннюю любовь, да, внутреннее чувство часто переворачивает на внешнее. То есть многие из нас ищут какие-то проявления любви, заботы, доброты из внешнего мира. Опять-таки, вот ты сказал, многие из нас ищут, но не стремятся быть источником. Кто ищет в голове и кто эгоист человека? Сознание, это понятно. Тот же Иблис. Может, хватит ему служить? Что бы оно ни навязывало, как бы оно ни аргументировало, ведь ты чувствуешь и понимаешь, что это ложь. Кто понимает, что это ложь? Сознание. Сознание Понимает, понимает что это сознание? Или Ну, это как личность? игра актеров. Ну, игра актеров — это ты слышишь и наблюдаешь, и понимаешь, что актеры играют. Но кто тот, кто видит и слышит? Это и есть личность. Сложно? Разве сложно встать в зале, когда ты смотришь театр? Некультурно, неприлично. Все сидят, смотрят действия, а ты встаешь. А ты встаешь, потому что ты свободный, потому что ты понимаешь, что это не твое. Разворачиваешься и выходишь. Сложно? А все начинается с честности. Опять мы возвращаемся к тому же. Прежде всего с самим собой. Не надо врать и не надо слушать сказки, которые она рассказывает. Вспомните, мы вернемся опять-таки к такому классическому примеру, когда даже, извините, посланника Бога и того дьявол уговаривал: ты преклонись предо мной, я тебе весь мир отдам. А зачем ему этот мир? Почему он не преклонился и не стал царем царей? Простой вопрос. Потому что он понимал этот тлен. Ты хочешь стать царем над трупами, над прахом? Будешь руководить мертвечиной. Нет, конечно. А? Почему? Потому что это не жизнь. А почему ты в жизни стремишься быть царем над трупами? Почему ты слушаешь, что они тебе рассказывают и управляют тобой? Ведь он шепчет и рассказывает тебе, как стать царем над трупами. Он побуждает в тебе это желание. А я тебе задаю прямой вопрос, и ты говоришь нет. Сложно? Нет. Когда не врешь. Так вот, прекращайте врать. И не играйтесь в тени. Живите под солнцем и будьте солнцем. И все будет очень просто. Ведь чувствуешь, знаешь и понимаешь. Так а почему не делаешь? Почему скатываешься, как утраченный мяч, куда-нибудь под куст в тень? Разве ты мяч? Ты человек. Правильно? Да. А человек, как сказал один хороший человек в свое время, он выше птиц. Вот надо быть выше птиц, а не ниже свиньи. Спасибо. Игорь Михайлович,
У нас 9 мая запланирована огромная конференция. На прошлой конференции 11 мая мы заявили о том, что мы хотим 9 мая собрать весь мир. И сейчас мы понимаем, что мы находимся не совсем в той точке для того, чтобы действительно Какой хотели, да? все, все человечество пришло. Подождите, а кто сказал вам, что все человечество придет через год? Мы очень надеялись на это. Вы сказали, мы хотим, но не реализовали желание. В чем проблема возникла? Разве 6 рукопожатий не работает? Работает. Работает. Но почему так произошло? И вот тут мы недавно обсуждали, да, сегодня обсуждали, что загорелись, получили, разошлись и растратили кто куда. И все 6 рукопожатий, которые должны были работать, оказывается, не работают. А почему оказывается, что они не работают? Потому что мы отвлекаемся на земное, обычное, обыденное. Ведь были тысячи людей со всего мира связаны с той конференцией. И если бы каждый действительно 6 рукопожатий использовал и таким образом использовал, чтобы передать вот эту любовь, эту силу другим людям, и это понимание передать. Так, чтобы те загорелись. И тоже 6 бы передали. Поверь, весь мир был бы. Но этого не произошло. Почему? Потому что мы всего лишь люди. Надо вылазить из грязи, понимать, что мы люди, и становиться людьми. Не важно, сколько людей соберется, важно, каких людей. Живых или мертвых. Мертвые ничего делать не будут. Пусть будет не весь мир, а его часть, но живых и активных. И они смогут перевернуть весь этот мир. Почему? Потому что они являются той точкой, той опорой, как говорил Архимед, и тем рычагом, способным перевернуть этот мир. Вот это важно. Разве не так? А ведь у нас сейчас же есть еще 2 месяца в запасе. Да. Вот что нам можно сейчас сделать, чтобы мы максимально могли раскрыть наш потенциал и максимально приблизиться к нашей цели? Быть честным и открытым, делать все, что от тебя зависит. И не слушать опять-таки тех, кто шепчет: а давай мы не будем бежать, а будем идти медленно и обдуманно. Как мы с тобой перед этим разговаривали? Разве не так? Так. Нужно просто действовать. И все будет. Игорь Михайлович, а можно мне еще один вопрос? Я думаю, что было бы уместно немножко поговорить на тему ислама. Дело в том, что у нас проект, как вы знаете, «Ислам, религия любви», и очень много участников. В последнее время стало выходить очень много лайфов на эту тему, то есть люди искренне делятся тем, что они стали понимать благодаря исконным знаниям, изложенным в книгах Анастасии Новых, благодаря передачам с вашим участием. Но дело в том, что вот однажды тоже я была на очень такой крупной встрече и стала говорить именно об этом проекте, что мы раскрываем, о чем мы говорим. И как бы я высказалась прямо, как вот и есть, что о том, что вообще ислам — это, скажем так, религия любви. То есть ислам — это примирение, это было дано людям как средство примирения. И как бы вот ислам должен быть во всем мире. На что прозвучал такой вопрос, как бы да, мы понимаем, все логично, все правильно, все как-то вот вроде бы действительно взаимосвязано, но почему же ислам не во всем мире до сих пор? Что мешает тому, чтобы ислам был во всем мире? Иблис. А что помешало людям принять ислам изначально? А что помешало принять христианство? А что мешает сейчас людям не принять, а воспользоваться возможностью, которые даны в «АЛЛАТРА»? Разница огромная. Реально огромная разница. Что мешает голодному, умирающему от голода насытиться и не умереть? Кроме Иблиса ничто. Разве не так? А ислам — это действительно религия любви. Это последняя, величайшая религия. И ислам должен был быть во всем мире, но вмешались люди. Люди разделили целое, а потом поделили его еще раз, а потом еще раз. И оно уже не целое. Они забыли о том, что пророк, он был назначен Аллахом. Аллах ему дал, он ниспослал Коран для всех людей. Он ниспослал любовь Божью. Они ее начали делить в личных интересах. Вот поэтому и нет во всем мире. Разве не так?
Потому что подмешали туда людское. Жаль. Но опять-таки это все в руках людей. Отбросить все плевела и сделать то, что велел пророк. Почему? Вот я не пойму. Люди, называющие себя мусульманами, почему они верят людям таким же, как они, больше, чем самому пророку? Почему они делают то, что говорят им люди, зачастую управляемые Иблисом, но они не делают того, что завещал им пророк? Я не пойму это. Как так может быть? И почему в христианстве то, что говорил Иисус, которому они молятся, для которых Он пророк, Он Сын Божий, но они не делают того, что завещал Он, а поступают совершенно по-другому, поступают так, как говорили им люди, последовавшие и исказившие то, что говорил Иисус. Поэтому у нас и образовались такие религии, которые принесли море крови. Не любовь принесли, а зло, которые захватывали чужое вместо того, чтобы давать свое. А давать они могли то, что давали пророки, то, что давал Иисус. Иисус привнес любовь Божью. И на этом построилась, извините, масса различных течений, разделив целое также на множество рек. Растропив. И до сегодняшнего дня это все делится. Ребят, может, пора вот эти все реки собрать в один океан? Пора прекращать врать. Вот говорят, те язычники, те язычники. Для меня знаете кто? Многобожец, вот скажем так. Тот, кто говорит, в моей религии Бог правильный, а в вашей неправильный. Но извините, когда у нас монорелигии, когда верят в одного Бога, то как я могу отвергнуть, если я принадлежу к этой религии и верю в одного Бога? И он верит, вот, к примеру, и ты веришь в одного Бога. Как же я могу вас отвергнуть, ваши религии, и не воспринять, и говорить о том, что да, вот у нас есть своя религия, мы верим в одного Бога, в единого Бога, мы спасемся, а вы нет. Да, ведь все мы исходим Вот из простой одного вопрос. источника. Как? Если ты веришь в Бога, в единственного Бога, то почему ты веришь в других богов, наделяя, скажем, статусом многобожья другие религии? Разве они не в этого Бога верят? Или за что мы деремся? За эпитеты, названия? Ну, простой пример. Давайте приведем вот элементарно. Ну, вот есть вот черный цвет, да, вот крапление, вот, черный цвет. Как он звучит на английском? Black. Black. А я говорю черный, а она говорит black. Тот, кто не знает black, он не поймет, что она сказала. Разве не так? Или тот, кто не знает слова черный, а знает black. Так что мы цвета будем менять? Я не пойму это. Почему? Мы создаем массу речек, но мы же их создаем. И мы же их поддерживаем. Ведь эти реки, речушки, ручейки, они полноводные лишь потому, что мы глупы. Разве не так? Если мы любим Бога, если мы чувствуем Его любовь, мы должны стать едиными водами. Другого нет, если Бог для нас один. А если мы Его делим, то какие же мы тогда верующие? Кому мы служим? И вот здесь тоже не надо врать. Тогда не надо себя называть ни мусульманами, ни христианами. Называйте себя честно, сатанистами. Потому что вам земное гораздо выше, чем то, что принесли сюда пророки. И не упоминайте ни в молитвах своих их имена. Они слишком высоки, чтобы вы их упоминали своим языком, которым служите дьяволу. Разве я не прав? Честными будьте. И тогда мы поймем, сколько людей служит дьяволу, а сколько людей служит Богу. Ну, мы и так знаем. Не надо нам это и понимать. Но наша задача — изменить ситуацию. И вот над этим мы стараемся. Давайте уйдем от грустного и поговорим о чем-нибудь хорошем, не о больном. Потому что когда тело человеческое чувствует болезнь, его легко вылечить. А когда чувствует болезнь, скажем, то, что превыше тела,
то лечение там другое. Давайте о мирном. И о тех возможностях, которые у нас еще есть. Если есть вопросы, спрашивайте. Если нет вопросов за столом, можем попросить ребят из зала, может быть, есть вопросы. Игорь Михайлович, только продолжать снимать. А это твой выбор. Ну, Это твое дело и твой выбор. я знаю. Никто не может тебя не заставить. Мы можем предлагать, и мы можем говорить. Я же тебе предлагать. дал оценку. Ведь действительно тысячи людей получили помощь от тебя. А сколько тебя покритиковало, что ты бросила, и вогнали тебя в сомнение? Да Назови мне больше цифры. актеры в голове критиковали. Совершенно правильно. Что слушаем, тем и являемся. Не слушай глупости. Когда ты делаешь для людей и приносишь пользу, и ты хочешь этого, то делай это. А если не хочешь, не делай. Понятно. Твое право, Спасибо. твой выбор. Спасибо. В этом и суть. Быть свободным. Свободным во всем. Можно еще вопрос? Можно. Ну хорошо, ты делаешь, а как ты поймешь, что ты не куролесишь? В тот момент, что оно боится ошибок. И ты сейчас отвечаешь, оно боится ошибок. И пусть боится. Я скажу проще. Лучше совершить ошибку, делая. Ее можно исправить. Но когда ты не сделал ничего, то исправлять даже нечего. Ничего. Все просто. Будь или свободной, или служи сатане. Не ври. Ну да. И вот тогда все будет хорошо. А то не так. Убирай то, что мешает на твоем пути. Тогда путь будет ровный и чистый. Правильно? Очень просто. И сомнения твои, они так же глупы, как и мысли. Разве ты сомневаешься в себе? Да. Ну нет, не должна. И вот мы сейчас увидели весь феномен. И пока мы слушаем одного, второго, третьего артиста, почему за тебя говорит целый цирк в голове? А где ж ты? Ты уж определись. Игорь Михайлович, а можно тоже маленькое дополнение? Вот мы говорили о коллективе и о том, что делать, чтобы он работал как единый организм. И вот хотелось бы еще знать, насколько важно не только реализовывать вместе проекты, но и заниматься теми же медитативными практиками. Я скажу проще. Все медитативные практики, молитвенные практики, не имеет значения, какие обряды или еще что-то, они делаются по воле и стремлению и желанию людей. Понимаешь? А в наших проектах, опять-таки, участвуют люди различных религиозных взглядов, верований, течений и атеисты. И что, им всем надо сидеть в какой-то практике? А какую практику мы возьмем? Или какую молитву мы выберем, объединяющую всех? А если это люди, которые объединены именно единой целью и которые все интересуются духовным? Ну, ребят, тогда это ваш выбор. Если вам приятно и интересно, и вы дополняете друг друга, пожалуйста, будьте свободны и вольны в своих действиях. Если вам этого хочется и это нравится, можете поступать и так. И опять-таки в духовном пути гораздо веселее вместе. Да. Вместе весело шагать. И проще. И проще. Конечно. И опять-таки те же атаки, те же глупости, которые лезут в голову, если ты их не скрываешь, озвучиваешь, понимаешь, что это не твои, они уже не лезут. Потому что вы вместе их и осветили, все эти игры в тени. И света в голове больше, и практики лучше, и молитвы глубже. Правильно? Да. И эгоизма поменьше. Страхи уходят, сомнения, и глупости рассеиваются. И опять-таки горизонт приближается, и все становится понятнее. И самое важное, начинаешь все больше и больше стяжать любовь, которая греет и приумножается. Разве это плохо? Это очень хорошо. Вот и я об этом. Но опять-таки вольны в выборе своем. Игорь Михайлович, так хочется научиться любить, но вот как? Не получается. Ну, себя любишь, а других нет. Что значит научиться любить? Вот простой вопрос. Вот многие говорят, а как научиться любить? Разве ты не чувствуешь любовь Божью? И разве ты не отвечала ему взаимностью? Так что, ты не умеешь? Умею. Так а чего лжешь, сидишь? Жалко себя любимым? Я Или уже жадность? Или жадность? Хочется все больше и больше.
Кто говорит вот эти слова и кто сеет эти сомнения, кроме Иблиса? А если мы их расшифруем, то будет звучать так: а как вот сделать так, чтобы источник был неиссякаем, и чтобы мы жрали и жрали до бесконечности? Ты глянь в себя. К миру духовному надо идти, прикладывать усилия, и ту любовь, которую получаешь, нужно возвращать, приумножая. Тогда ты получишь еще больше. Старится и вернется. Разве не так? А все, что дьяволу отдашь, что в мусорное ведро выкинешь? И твое заберет, не только чужое. Но он же начинает кричать и сеять сомнения. Ведь сейчас ты не любишь. Кто сказал, что сейчас ты не любишь? И кто сказал, что сейчас ты не чувствуешь этой любви? Как-то понять об этом. Так разве ты не умеешь любить? Все умеют, если не лгут и если не служат сатане. Достаточно лишь отвернуться или перешагнуть через него, раскрыться миру духовному своей любви. И вот тогда она к тебе придет. Сложно? Ребята, жить очень просто. Просто надо быть живым. Ребят, есть вопросы тоже, Игорь Михайлович? Давайте. Игорь Михайлович, очень срезонировали ваши слова, когда в одной из передач вы раскрывали суть притчи о блудном сыне, и чувствовалась вот эта глубина любви духовного мира. И вот для тех, кто, возможно, еще не посмотрел эту передачу, для тех, кто прочитал книги Анастасии Новой, загорелся, но сознание увело в быт, в карьеру, еще что-то. Вот для тех, кто, может, даже в проектах принимал участие, но по каким-то причинам сошел с этого пути, и сознание сейчас им говорит: ты что, все, тебе уже рая не видать, ты не вздумай даже на глаза попадаться участникам движения, тебя же засмеют. И что можно вот сказать таким участникам? Любой человек, он вправе падать, но он же вправе и подниматься. Люди свободны. И проигрывает не тот, кто упал, а тот, кто не поднялся. А опять-таки, если мы говорим об «АЛЛАТРА», то двери ее открыты для всех. Она открывается даже перед теми, кто полон сомнения, и теми, кто служит дьяволу. А кто из не служит дьяволу? Простой вопрос. Хоть эпизодически или периодически, да? Так чем те, кто упали или подверглись большим сомнениям, хуже, чем мы? Простой вопрос. Разве закроем мы дверь перед нашей сестрой или нашим братом? Конечно, нет, если он искренний. А если он приходит опять-таки, чтобы намусорить на нашей полянке, ну, ребят, ну мы же убираем нашу полянку, зачем мусорить? Если он приходит ее убирать вместе с нами, ну, знаете как говорил вот Матроскин, совместный труд для моей пользы, говорит. Ну, в данном случае для нашей пользы, он сближает. Разве это не правда? Спасибо большое, Игорь Михайлович. Есть еще вопросы? У нас сейчас становится все больше участников в странах Латинской Америки, и поскольку мы знаем, что там много вулканов, тают ледники, и происходит уже сейчас множество землетрясений, многих волнует вопрос, как жить. Понимая то, что привычная жизнь каждого изменится, люди, даже отбросив уже тревогу, просто задаются вопросом, как жить сейчас? Стоит ли сейчас жить этой повседневной жизнью? Стоит ли строить планы, создавать семьи, рожать детей, думать, как там, поднимать детей, да, своих? Вот люди просто задают простой вопрос, что делать сейчас, как жить сейчас? Вот у меня вопрос к ним встречный. Я такой, знаете, вот вопрос на вопрос вопросом отвечу. Если мы создаем созидательное общество и хотим его создать, то зачем мы это делаем? Может быть, нам не надо этого делать? Смотрите, сколько времени и сил мы сохраним, да? Мы можем потратить на свои эгоистические цели нашего движения и на эгоизм каждого из нас. Ну вот дом Володе поможем достроить, то у него не лопата, а черти что. Ну, к примеру. Простой вопрос. Так, если мы собираемся строить созидательное общество, тогда для кого мы его собираемся? Если мы не будем строить семьи, не будем рожать детей, а зачем нам это будущее, если в нем некому будет жить? Ребят, если наполняются они сомнением, эти люди, и не хотят ничего, это их выбор. Но если они стремятся к лучшему и чувствуют, что могут, то зачем менять образ жизни? Если они могут улучшить будущее.
И действительно своим семьям и своим потомкам создать лучшие условия жизни. Ну, разве это плохо? Простой вопрос. А так построим будущее, а жить в нем некому. Что же это за будущее созидательное без людей? Ни людей, ни ангелов. Еще, пожалуйста, ваш вопрос. Можно, Игорь Михайлович, спросить? Дело в том, что очень Конечно. многие задают вопрос о ценности жизни. Но сразу напрашивается ответ. Вроде бы, что может быть ценностью жизни? Сама жизнь. Но, может, А что что-то может еще быть можно ценнее? добавить? Да. А для чего жизнь человеку в этом мире? Чтобы размножиться, посадить дерево и построить дом? А дальше что, умереть? Так чем тогда человек отличается от животного? Своей хитростью, изощренностью ума и все. А почему человек дуален, в отличие от любого животного? Почему в нем есть и божественное начало, и заведомо мертвое? Ведь это факт, и это правда. Конечно. Но что развивает человек, тем он и является. Правильно? А что может быть ценнее жизни? Если мы тратим на иллюзию массу времени, то мы не реализовываем что-то в этом мире. Если мы на этот мир, как на реальность, которую мы воспринимаем до конца, тратим все свое время, силы, внимание, то мы не реализуем главное. И он проходит точно так же быстро, как та же иллюзия в голове. Разве не так? Достаточно любому обернуться назад и посмотреть, где вчерашний день, а где год, два, три назад и все остальное. Все пролетает мгновенно. Так же и будущее пролетит. А что потом? Так что важнее? Но каждый внутри чувствует, что мы здесь зажаты. Это не наши условия. Что мы сюда, скажем так, пришли не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы обрести жизнь. Разве люди этого не чувствуют? Чувствуют. И знают это. Когда смотрят внутрь, прекращают себе лгать. Так что важнее в жизни может быть здесь? Размножение или еще что-то? Строительство домов. Мы их настроили много. Домов много, детей много, всего много. Деревьев, ну, меньше стало, порубали, но мы же их сажали. А где ангелы? Значит, надо что-то менять. Правильно? Вот в этом и беда. А потом из-за этого у людей сомнения возникают, а нужно ли строить семьи? Не потому, что семьи не хотят строить, а потому что боятся за их будущее, что происходят изменения в климате, изменения кругом и везде. И люди чувствуют эту безысходность, которая надвигается. И опять-таки сами же создают условия и сами этого боятся. Так поменяйте условия, и все изменится. Все ж в наших руках. Не надо слушать врагов. Надо слушать тех, кто дает жизнь. Не надо служить тому, кто убивает, надо служить тому, кто дает жизнь, и тому, кто любит вас. Разве не так? Разве мы этого не знаем? А почему поступаем по-другому? Почему разделяем единое на множество? Потому что слушай, пора прекращать, пора созидать. Пришло время собирать. А что соберем? Увидим. Но опять-таки это все зависит от выбора людей. Или соберем цельное, или прах. Слушаем тогда. Ребята, вопросы тогда. Да, можно задать вопрос. Чувствуется такое стремление как-то и привнести радость в этот мир больше, ну и самой вот сделать что-то хорошее вместе. Но просто бывают такие моменты, когда, ну и сознание активнее, то есть оно говорит, вот что все плохо, там, ну как-то не получится. И вот, ну как в эти моменты, так скажем. Но в такие моменты можно продолжать впадать в уныние, любить себя и жалеть, до глубокой депрессии, стать эгоистом, да? А или как надо поступить? Вот без обид. Ты же знаешь ответ. И ты знаешь, как поступить. Разве не знаешь, как в эти моменты поступить? Расскажи. Встань, пожалуйста, и скажи громко. Ну, пожалуйста. Если лень встать, я могу встать вместе с тобой. Не надо? Я просто, чтобы тебя аж видели. Вот скажи, как надо поступить в такие моменты? Ну, просто повернуться в сторону любви и, ну, Видите, не друзья, быть... как все просто. И оказывается, мы все знаем. И оказывается, все есть.
Нужно просто что? Все инструменты даны. Нужно просто ими пользоваться. Правильно? Правильно. Видишь, как замечательно. Ребят, все мы все знаем и все мы все понимаем. Я имею в виду за нашу «АЛЛАТРА», за наше движение и за все остальное. Но что нам мешает? Да по факту ничего. Нет тех препятствий, через которые бы мы не могли перешагнуть. Разве не так? Так. Так. И вот на этой веселой ноте, ребят, давайте заканчивать нашу встречу и возьмем себе за правило говорить правду, быть честными, прежде всего самим собой и со своими друзьями. С врагами не обязательно. А с друзьями надо быть честным и открытым. Давайте не замечать препятствий на нашем пути, идти бодрым шагом к назначенной цели и любить друг друга при этом. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо, друзья мои. Я понимаю, вопросов много, масса, всем хочется задать. Но я только что, вот спасибо, мы продемонстрировали вместе, что оказывается мы все знаем и мы все понимаем. Правильно? Только не хотим иногда пользоваться. А почему, Игорь Михайлович? А потому что мы Этому служим. порой правильно перекладываем ответственность на кого-то. Забываем за себя. Вот видите, все знаем, друзья мои. И все умеем. И это говорит о том, что мы многое можем, если мы этого захотим. Спасибо вам всем. Спасибо большое.